Привет всем, вы на канале Настоящая Турция, меня зовут Алина. Сегодня мы с вами находимся в городе Пятигорск. Здесь живет брат папы, несколько дней побудем у него. Сейчас мы поедем кататься на канатной дороге. 40 минут вы выйдете на поляну с воротами любви. Оттуда откроется потрясающий вид на Эльбрус и Бештау. Ну, Бештау там, где мы живем сейчас, да? Далее по широкой дороге спускайтесь к месту старта, нижней станции канатной дороги. Там на маршруте нет ни одного подъема, только пологий спуск за горой. Ну вот, смотри, вот, мы поднялись, вот мы пошли. Мама с папой выясняют, куда же мы пойдем. 5 километров пешком. Ура, 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 ура. Итак, что мы можем посмотреть в городе Пятигорск? Средно, я его хочу по-другому назвать. Вершина горы Машук, провал, Дом-музей Лермонтова. дом-музей Лермонтова, парк Цветник и канатная дорога. Вот такой вот он, Пятигорск. Мы уже приобрели билеты на канатную дорогу. Стоимость билетов в две стороны, подъем и спуск 380 рублей, подъем 220. Так как на горе Машук есть несколько достопримечательностей, мы решили спускаться пешком, чтобы их увидеть. Одна из таких достопримечательностей – Врата Любви. Со смотровой площадки на горе Машук открывается прекрасный вид на город Пятигорск. Мы можем с вами увидеть несколько гор. Кстати, эти горы отмечены на карте, которая представлена на смотровой площадке. Также издалека вы можете увидеть озера, которые находятся в Пятигорске, и даже рассмотреть их поближе с стационарного бинокля. Я думаю, она тут есть. Я уверена. Ого, тут еще много. Поднявшись на гору Машук, мы увидели указатели. Это небольшие дощечки, на которых написаны названия городов, а также расстояние до этих городов от Пятигорска или от горы Машук. Конечно же, все хотят найти свой родной город на этих указателях. Я же попыталась найти город из Турции, и этим городом оказался Стамбул. Ничего не удивительного, так как со Стамбула люди путешествуют больше. Как видите, все приезжающие в Ставрополь ищут свои города. Мама, например, нашла Иркутск, это историческая родина папы. Также я нашла Донецк, это родина мамы. Также на Машуке стоит величественный орел, с которым, конечно же, сфотографировался папа. А вот и врата любви. Наконец-то мы до них дошли. Прошел какой-то час после того, как мы начали спускаться с горы Машук. Боже, я врагу не пожелаю это, честно говоря, но люди поднимаются, опускаются, и им это нравится. Причем они спускаются
без канатной дороги. Вот. Ну, это жесть. Не знаю, я хожу в бассейн пешком, но очень тяжело. Такие спуски крутые, вообще просто колени гудят уже просто. Не знаю. У нас такая насыщенная программа впереди. Вот мои родители, товарищи. Такие горы красивые за ними. Сделай ну поворот. А гора какая красивая, вся зеленая. Но она же такая высокая, мы спустились, и она еще низкая. Ну, значит, мы еще на половине. Конечно. Еще идти. Наконец-то мы спустились с горы Машук. Пока мы искали машину, увидели несколько санаториев, а также несколько источников. И, конечно же, решили попробовать местную воду. К сожалению, возле источников не написано, для чего эта вода, сколько ее пить, зачем ее пить. В общем, догадайтесь сами. Ну, мы немножечко попробовали, пить много не рискнули, да и не смогли. Вкус очень специфический. И сейчас мы направляемся к бесстыжим ваннам. Почему эти ванны бесстыжие? В начале 20 века мужчины и женщины, которые купались здесь голышом, назывались бесстыжими, поэтому и название отсюда бесстыжие ванны. В ваннах содержится углекислый сероводород, который полезен при кожных заболеваниях, а также при проблемах с органами дыхания и сердца. Данные ванны расслабляют и снимают стресс. Вдвоем. Да. Я думала, наоборот, холодная. Вода в этих ваннах очень горячая. Я присела, немного намочила ноги, но очень горячая вода, особенно в жаркий период. Ну что, садись. Направляясь к озеру Провал, мы можем увидеть с вами необыкновенной красоты здания. Одним из таких зданий являются Пироговские ванны. Сложно представить, сколько людей более чем за 100 лет существования данных ванн вылечили свои недуги. Прогуливаясь по городу, нам захотелось купить мороженое. И как оказалось, в городе Пятигорск тоже производят мороженое. Пятигорское мороженое – это лучшее, наверное, мороженое, которое я ела. Очень вкусное, рекомендую. Мы наконец-то доехали до Провала. Вход охраняют величественные львы. На полу присутствует подсветка, а также играет красивая музыка. После освещения озера и тоннеля в 1885 году в специальной нише была установлена икона Божьей Матери, но со временем ее заменили на икону великомученика и целителя Пантелеймона. Те, кто был в этой пещере во времена Советского Союза, говорили, что вода здесь очень плохо пахнет. Запах тухлых яиц не дает возможность долго находиться возле этого озера. Когда мы приехали, мы были готовы к тому, что мы забежим, быстренько посмотрим и выбежим, чтобы недолго находиться в этом месте. Но когда мы приехали, запаха сильного мы не почувствовали, спокойно находились возле озера. И напоследок несколько фотографий со Остапом Бендером. Возле провала находится большая площадь, с которой открывается красивый вид на город.
Сейчас мы с вами направляемся в одно из самых известных и туристических мест Пятигорска, в Цветник. Цветник – это исторический центр города. Здесь, как и в прошлые века, всегда многолюдно. Здесь прогуливался Пушкин, а Лермонтов давал свой последний бал в жизни. Возле Цветника расположена Лермонтовская галерея. В ней сейчас находится зал филармонии. Также возле Цветника расположена скульптура кисы Воробьянинова. Отдыхающие любят бросать ему мелочь, считается, что это на удачу. Если спуститься чуть ниже и перейти дорогу, можно увидеть аллею с фонтанами, а также сфотографироваться возле надписи «Пятигорск». Раньше на месте этого парка было болото, но с появлением санаториев и туристов было несолидно сохранять такое место. И было решено высушить болото, а на его месте сделать красивый парк. Кстати, данные часы появились недавно, во время последней реконструкции. В 1840 году была проведена дуэль, одного из участников которой, Михаила Юрьевича Лермонтова, было решено выслать на Кавказ. Но, к сожалению, случилось так, что и здесь он тоже участвовал в дуэли. И, к сожалению, на этот раз эта дуэль стала последней. Сейчас мы с вами находимся на месте дуэли Лермонтова. После того, как Лермонтов выстрелил в воздух, считая, что эта дуэль не имеет смысла, его противник Мартынов выстрелил ему в грудь, что и стало причиной смерти поэта. На момент последней дуэли Михаилу Юрьевичу было 26 лет. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Сейчас мы путешествуем по городам, поэтому таких видео будет все больше. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!